Здравствуйте! 9 мая каждого года в России отмечают День Победы. Мой папа– ребенок войны, и он помнит события этих лет. И сегодня я задам ему несколько вопросов. Папа, расскажи, пожалуйста, когда началась война, сколько тебе было лет? 5 с небольшим. А где вы жили, когда началась война? Мы жили на родине моих родителей в Приозерном районе, сейчас это Плесецкий район Архангельской области. А в день начала войны мы переезжали из деревни Бережная Дуброва в деревню Бараково, а потом в деревню Ошбылово. Буквально с первых часов как-то вокруг все изменилось. Опустили магазины, нечего было купить абсолютно, даже спичек не было. Народ почувствовал наступающую беду, несчастье и как-то старался запастись. Но всех запасов, конечно, хватило ненадолго. 6 лет работали очень многие. Даже я жил в семье, мать учительница была. Все равно мы все помогали колхозу. Вот, например, в 6 лет мы уже баранили, мои сверстники, и я в том числе. На лошадь забирались с изгороди. Лошади были, как правило, больные, костлявые, потому что хорошие взяты были на войну. И вы знаете, нам доверяли бронить уже хлеба, то есть посеянное зерно. Если мы оставляли какую-то там оплошину, нас за это строго наказывали, могли не допустить до работы. Ты конкретно какую работу делал? Мы делали все, начиная от того, что пололи грядки, сажали картошку, оборонили, чистили, сели лен, убирали осенью урожай. Но самое главное, что мы с детства привыкли заботиться о еде и пропитании. Нас кормила земля, лес, река. Скажи, пожалуйста, ты начал ходить в школу в 7 лет или школа не началась в 7 лет? Вы знаете, я в школу начал ходить буквально с 5 лет. Как только мать переехала, мы жили при школе. Это, с одной стороны, было не очень здорово, а все время под контролем. А с другой стороны, было даже хорошо, потому что не надо было много обуви. Мы жили в 9-метровой комнате вчетвером. Я почти всю войну отдыхал, спал на сундуке горбатом. Было 2 сестры и мать. К школе, к учебе относились очень серьезно. Я уже в 5 лет научился читать и писать. Конечно, не в полном смысле этого слова, но во всяком случае я спокойно читал самостоятельно уже книги. Учились очень серьезно. У нас с 4 класса были уже экзамены по многим предметам, даже по географии с 4 класса. А с 5 класса мы перешли уже в среднюю школу. Я ходил за 5-6 километров пешком все 6 лет. И учился в этой школе до 1954 года. И я хочу сказать, что вот война наложила такой отпечаток на наше поколение ответственности, чувство ответственности за сделанный, за каждый свой поступок. Чувство ответственности за доверенные тебе вещи. Не дай бог, что-то, допустим, сломали. Если увидел сломанную машинку, вот наше поколение военное, первое желание сделать так, чтобы она заработала. Играли в основном самодельные игрушки. Мы заготавливали все впрок. Грибы, ягоды, даже крапиву и корешки различные. Это все шло в пищу. И тем не менее, наше поколение выросло более-менее здоровым. Мне вот 80 лет, слава богу, я еще на жизнь не жалуюсь.